Когда мы говорим о насилии как неком социальном явлении и как проблеме психологической для каждого конкретного человека, то, безусловно, прежде всего мы должны понимать, что те или иные формы сексуального или физического насилия, которые демонстрирует человек, это прежде всего его индивидуальные особенности. Эти индивидуальные особенности могут носить биологическую основу, но прежде всего они определяются тем воспитанием, той моделью нормативности, которая существует в обществе. И поэтому тогда, когда, с одной стороны, насилие перестает быть применимой, допустимой в обществе, то в этом случае уровень насилия в обществе снижается. Тогда, когда люди через разного рода образовательные институты информирования понимают то, что насилие по отношению к другим членам общества является недопустимым, неважно, этот человек отличается цветом кожи, национальностью, ориентацией или чем-то еще, то в этом случае, опять же, градус насилия снижается еще больше. И последнее, личностная зрелость приводит к тому, что, понимая ценность человеческой жизни, ценность личности, как своей собственной, так и другого человека, опять же, уровень или градус агрессии, градус насилия и терпимости приводит к тому, что насилие применительно в отношениях, межличностных отношениях, а не только как некое социальное явление, становится ниже. И поэтому, как я уже сказал, здесь можно говорить и нужно говорить о 3 уровнях регуляции и профилактики насилия. На уровне социальной политики, государственной политики, которая обеспечивается законами, на уровне образования, которое обеспечивает понимание и представление о том, что агрессия и насилие недопустимы, и на уровне личностной зрелости, как внутреннее понимание и ощущение того, что насилие противоречит природе человека, противоречит межличностным отношениям. Когда мы говорим про биологические особенности, или точнее говоря, когда мы говорим о том, что существуют люди с разным уровнем агрессивности, точно так же, как существуют люди с разным уровнем тревожности, то при этом мы понимаем или мы говорим о том, что существует очень небольшой процент людей с теми или иными проявлениями, которые традиционно относятся к категории аномальной личности, так называемая психопатическая личность. И очевидно, что психопатические личности составляют минимум, то есть на уровне 1–2% людей. И, безусловно, это люди, которые нуждаются, может быть, в психологической коррекции или, может быть, даже медикаментозной коррекции, но они не создают тот фон или ту среду, в которой мы живем. Поэтому это люди, которые требуют специального индивидуализированного подхода. Одна из главных проблем маскулинности, как и фемининности, заключается в том, что разделение всех людей по гендеру, существование гендерной схемы является тупиковой для развития человека и для его самоощущения. Психологические исследования, которые проводятся, они показывают, что нет мужчин, которыми считали себя настоящими мужчинами. Любой мужчина внутренне на психологическом уровне ощущает себя как недотягивающим до критериев, до стандартов маскулинности, которые существуют. При этом эти реальные стандарты он даже не имеет. То есть существует некий миф, некая идея о нормальной настоящей маскулинности, но в чем она заключается, непонятно. И поэтому многие ее ищут и находят в самых разных ипостатях. Для кого-то это проявление силы и агрессии, для кого-то это гонка карьерная, для кого-то это стремление или ощущение себя как уникального в каком-то творчестве, но опять же, как только человек начинает задумываться, а в какой же степени это является нормативным, в какой степени это отражает мужскую идентичность, обнаруживается, что критерии по-прежнему оказываются размытыми и недостижимыми. Поэтому с этой точки зрения главным оказывается не построение мужской идентичности, а главным оказывается личностная зрелость и личностный рост.